Всем привет, меня зовут Эдуард Кичигин, и немножко про мой идеальный офис, что я думаю об этом. Это вот, то, что вы видите за спиной, это природа. Ты выходишь вот так вот на улицу, и у тебя нет ощущения того, что ты зажат в четырех стенах. А что происходит при этом? Ну, во всяком случае, у меня в голове, в моей картине мира, у тебя происходит, как будто бы ты не зажат мозгами вот в эту маленькую парадигму, которую ты себе сформировал, или тебе сформировали вот этим пространством интерьера. А то, что для тебя сформировало мир, это намного шире. И поэтому ты сидишь в природе, и тебе хорошо, и как будто бы ты думаешь намного масштабнее, чем мог бы думать в рамках офиса, или дома, или кофейника, или чего угодно. Вот, может быть, круче этого работать, может быть, в музее. Ну, касательно там всякой художественной истории. Но вот природа, это, мне кажется, идеальный момент. Ну и покажу, что у меня с собой для того, чтобы выходить из дома и проектировать. Ну, это, конечно же, мой скетчбук. Там, где я прорабатываю все идеи моих проектов, делаю мои записи. Это вот такой вот Art Creation. У него немного молочная бумага. Он стоит 800 рублей. И вот такой логотип. Покупал в, как же называется, Art Quartal. Art Quartal. И, например, необходимая литература. Вот со мной сегодня такой большой том по петербургской архитектуре, потому что я делаю паттерны архитектурные, сейчас рисую для одного из проектов. Может быть, я дальше его покажу фрагментами. Полностью я не могу его показывать, но фрагментами, наверное, покажу. И что интересно, тут про то, как разные великие монстры обрабатывали различные задачи архитектурные, которые перед ними стояли. И перед ними стояли, конечно, чудовищно большие задачи, нежели стоят передо мной. И я вот смотрю и верчу это все миллион вариантов и примеряю на свою проектную задачу. И думаю, каким образом мне выкрутиться. Ну, выкручиваюсь, конечно, очень слабо по сравнению с вот этими, но стараюсь, да. Мне нужно сделать такую полукруглую галерею и в нее внести какие-то вот такие вот элементы благородные. Я вот это нарисовал уже и перенес в 3D, но у меня не очень хорошо получилось, поэтому я сижу и думаю, что мне делать дальше. Покажу, насколько это увесистый том. Вот такой, огромная штука, большая штука, но очень умная. И мой скромный скетчбук. Вот такой набор у меня в моей сумке. Что за сумка? Сейчас тоже покажу. Вот такая. Я ее очень люблю. Это в Венеции купленная радость с двумя секциями. Ты-дым, всякие там ништяки. В общем, вот мой набор. Ну и что еще? Ну и, конечно, кофе. Я с собой беру и наслаждаюсь природой и наслаждаюсь процессом вот этого всего. Очень удобно, и я думаю, что вот это такой естественный драйвер для моего мозга, чтобы он думал в комфорте. Ну и, соответственно, сидишь, рисуешь, засел на скамеечку, вокруг тебя не очень много людей, только там сидят пупсики, болтают, молодцы, на велосипедах приехали, а я приехал на моноколесе. Вот такая моя радость. Я с тех пор, как купил себе, думаю, что это лучшая инвестиция за последнее время была, потому что позволяет мотаться по городу как угодно, очень бюджетно и очень комфортно, особенно летом. Но говорят, что и зимой на нем тоже ездят. То есть вот так вот самоорганизуюсь. Вот передо мной огромное количество места, меня ничего не делает мне такую, как ограничение. Я сижу и наслаждаюсь процессом. В холодное время, конечно, так не получается, и поэтому я использую, например, кофейники. Если есть задача, которую нужно там закрыть в какое-то определенное время, ты идешь в кофейник, там и сидишь, ты сконцентрирован, ты не можешь отвлечься практически. Во всяком случае, намного лучше получается там сконцентрироваться. И сидишь, ноутбук, скетчбук, и решаешь эту задачу. Пьешь кофе постепенно, и вокруг тебя происходит какой-то экшен. Для меня супер комфортно вот эта вот история с кофейниками и например, с природой. И
тоже очень интересно, что происходит, когда ты меняешь локации, например. Я очень люблю делать такую штуку. Идешь и часть фрагмента, ну, там, проектирования или еще чего-нибудь делаешь в одном месте. И часть, ну, например, и наступил какой-то затык. И нужно не усилием воли там продвигать всю вот эту вот штуку, чтобы дальше идти по проекту, а нужно просто сменить локацию. Ну, взять новую кружку с кофе и радостно пойти в какое-нибудь другое красивое место. И это очень хорошо работает. Ты перебираешь вот эти вот окружающий контекст, и у тебя в итоге почему-то перебирается и пересобирается, и внутреннее понимание по проекту. Поэтому эта штука работает очень хорошо, на мой взгляд. Особенно сейчас, в нашу сумасшедшую погоду, мне кажется, это очень круто совмещать там с загоранием, например. Ну, я сидел в том парке, загорал, лежал и делал свою проектную историю. И это дико удобно, невероятно удобно. Отвлекаешься, потому что много симпатичных пупсиков вокруг. Ну, в общем, да, это тоже дает свой адреналин и заряжает на дальнейшую работу. И что еще не сказал, например, вот сегодня у меня вот такие вот линеры, это стабило, сфокусируется или нет. Стабило коричневый, очень практичный. Во-первых, как ни странно, его можно размывать водной кистью, но кто смотрит мой канал, те знают, о чем речь идет. В общем, можно попробовать. Откуда, казалось бы, откуда. И вот этот Pigma Graphics 3, он такой классный, сейчас покажу. И вот еще покажу то, что у меня какие рисовальные инструменты с собой. Это, например, линер стабила такой. Он, кстати, размывается. Кто смотрит мой канал, то вот эта вот штука размывается водной кистью. Ну, и симпатично происходит. Очень деликатно и симпатично. Надо бы побольше, наверное, это использовать, но я сейчас весь в проекте, и мне не до экспериментов. И вот такая вот штука. Это Pigma Graphics 3 Liner. Сейчас покажу, как он работает. Ну, прям вот меня радует, потому что он вполне себе очень хорошо подходит для моей графики. Если вы посмотрите на мой тип штриха, то увидите сочетание между такими жирными линиями, такими, и тонкими штрихами. И вот как раз этот линер, в силу того, что он в виде долота, может писать углом и может писать широкой частью, позволяет мне делать мою графику быстро и симпатично. Ну, это все, конечно, не отменяет там необходимых скиллов по рисованию, но как инструмент это прям мне нравится очень-очень-очень. Ну и, соответственно, графика может быть различной. Я думаю, упадет или не упадет. Может, и не упадет. Вот такие варианты, такие, очень много разных. Но если вы смотрите мой TikTok, Instagram, YouTube, то вы наверняка видели все эти примеры графики. Ну и, соответственно, если вы хотите научиться такой графике, то ссылка у меня в описании под видео и в шапке профиля. Можно нажать и подписаться за 400 рублей в месяц всего. Там я выкладываю ценную, прям очень-очень сжатую, практичную информацию. Или бесплатно мои уроки на YouTube, их тоже огромное количество, больше 1000, наверное. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Меня зовут Эдуард Кичигин, и внизу в описании к видео много бесплатных уроков по ландшафтному скетчингу, архитектурному скетчингу, скетчингу в путешествиях и вообще везде, где только можно скетчить, я показываю, как можно это делать. И мой контекст — это итальянская школа, итальянский подход, потому что я 5 лет работаю в Италии, и мой способ рисования и проектирования — это все вот эта вот итальянская школа. Ну а на мои некоторые ландшафтные проекты, публичные или архитектурные, можно посмотреть тоже. В описании к видео есть ссылка на мой блог, и там многие вещи показаны, рассказаны. В общем, вот, пишите, как вам работается на природе. Блин, попробуйте это. Хватит сидеть дома, хватит сидеть в душном офисе. Это же лето. Это же неповторимая жизнь. Это же огонь. Это же прям восторг. Куда-то выйти и там делать свое дело. Окружить себя красивым контекстом. Это же супер круто. В общем, вот, пишите в комментах, как вам работается на природе или где вам работается. Вот. Всем хорошего дня. Чао-чао.